Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы согласились к нам прийти в рамках поддержки проекта «Жить, поддержим друг друга». Расскажите, пожалуйста, о своем блоге. Он очень интересный, и тема на самом деле очень редкая. Мало кто о ней говорит. Как родилась идея блога? И в целом, если это возможно, поделитесь своей, пожалуйста, историей, почему вы к этому пришли. Да, тема блога родилась в кабинете химиотерапии. Когда я лечилась от рака молочной железы, пришла на очередной укол, и в кабинете была женщина чуть постарше, значит, увидела, а мне было 27 лет, и она увидела, говорит: боже мой, мы-то ладно пожили, а ей самой там было около 50, наверное, максимум, может, чуть даже младше. А вам зачем? Вот вы знаете, я тут прочитала книгу какую-то, начала рассказывать про книгу пациента онкологического, который излечился, и говорит, меня это очень вдохновило. Я тогда решила, думаю, а я тоже вылечусь, рожу ребенка, и после этого обязательно напишу книгу. Вот у меня была такая установка. Я действительно в декрете написала книгу, связывалась с несколькими издательствами, но моя личная история не зашла, возможно, потому что я не какая-то знаменитость, да, и просто история человека, который родил после рака груди, возможно, там широкой публике не сильно интересна. Я думала, а чем могу я еще быть полезной? И создала блог «Онкомамы», где публиковала сначала свою историю, а потом начала искать истории других женщин по всему миру, по России, которые тоже смогли стать мамами после онкологии. И так, собственно говоря, вот и родилась история. Она на самом деле потрясающая, если честно, потому что примеров положительных и на самом деле уникальных у вас очень много в блоге. Да, но дело в том, что их еще очень сложно искать. О, да. Очень много историй, когда женщины не захотели, чтобы их печатали под их именем. Очень много, когда женщины вообще не хотят рассказывать о том, что они вылечились, и тем более о том, что они родили ребенка, потому что у нас в стране очень много суеверий, и если ты вылечился, ты лучше вот молчи, иначе этот злостный рак, он же как бы к тебе снова придет, если ты будешь о нем разговаривать. Ну вот я больше 10 лет разговариваю о нем, и слава богу, на самом деле. Слава богу, да. Скажите, пожалуйста, через какое время вы смогли родить, если это корректный вопрос? Ровно через 6 лет у меня появилась дочка, забеременела через 5 с небольшим. Это было очень интересное совпадение. Дочка родилась 16 июня 2016 года. А до того, как я начала вести блог в Инстаграме, я вела свой живой журнал. Я его завела для себя, потому что мне нужна была самая поддержка, мне нужно было где-то выговориться. И он мне в свое время очень-очень сильно помог. И не только морально, но и в одном случае, о котором чуть попозже расскажу. И когда я писала книгу, будучи в декрете, я подняла записи своего блога в живом журнале и поняла, что последний курс лучевой терапии у меня был 16 июня 2010 года. И ровно через 10 лет у меня родилась Василиса. Ну, это... Я даже не знаю, как сказать. Да, это очень круто, это очень здорово. Я сама, безумно рада. Сама, когда узнала такое совпадение, думаю, ого-го, вот это да. Все не напрасно. 6 лет, 16 июня 2016, думаю, ну действительно, ребенок прям дан мне свыше. Я и раньше была, до того, как встретила ее отца, я раньше готова была стать мамой. Я через несколько лет уже себя чувствовала обычной женщиной, у которой когда-то был рак. Но встретить еще мужчину – это непростая история. Не то слово. Какая история из тех, с которыми вы столкнулись, которыми поделились, вас потрясла больше всего? Вы знаете, наверное, потрясла не в разрезе беременности после онкологии, а в разрезе вообще онкопациента. У меня есть подруга, мы с ней очень редко видимся, но всегда очень душевно. Она борется с 4-й стадией рака молочной железы. При этом у нее был диагностирован рак молочной железы в операбельной и курабельной форме. Однако потом пошли метастазы. Но Оля – человек, который невероятно хочет жить.
Она подняла огромное количество литературы, она познакомилась с огромным количеством врачей, прошла альтернативные способы лечения, пробовала все, и иммунотерапию, и что только она не пробовала. В результате у нее уменьшились метастазы в печени, и для меня это невероятный пример, что не нужно бояться, и даже 4-я стадия – это не приговор. Чем больше мы будем рассказывать такие примеры, Да, тем на самом деле да. это очень важно, это правда важно. По вашей статистике, по блогу, по тому, как вы общаетесь, у вас больше позитивных или негативных? Больше позитивных историй. Серьезно? Да. При этом меня поражают истории, когда женщины прерывают гормональное лечение, беременеют, рожают и потом продолжают гормональное лечение, потому что рак молочной железы, он может быть гормонально зависимым, не гормонально зависимым. И вот, например, в моем случае, да, у меня не было гормонозависимой опухоли, я отличилась, у меня химия, лучевая, операция, и все, я свободна. А женщина, если у нее гормонозависимая, она еще 5 лет принимает препараты. И после окончания приема препаратов ей нужно ждать еще несколько лет по рекомендации Минздрава, чтобы попробовать забеременеть. А репродуктивный возраст у женщины не сильно растянут по времени. Мы ограничены этим. И смелость женщин, которые, несмотря на риск большой, прерывают гормональное лечение, рожают ребенка и продолжают лечиться, и у них все хорошо, меня это, конечно, поражает. Сложная тема, конечно. Сложная тема, сложная. Сложная. Она сложная еще и с той точки зрения, что ведь очень многих диагностируют тогда, когда беременны. Да. У вас были такие случаи? Да, были такие случаи. И, к счастью, сейчас можно женщине проводить химиотерапию, когда она беременная. Есть несколько историй в моем блоге, когда женщины были беременны, у них диагностировали опухоль, и врачи проводили химиотерапию, либо рекомендовали подождать до 36 недель, когда можно сделать экстренное кесарево сечение, и потом лечить уже. Были случаи, когда нужно было и прерывать беременность, к сожалению, вот, но пока что женщины не готовы делиться со мной этими историями. Все придет, все мы должны какой-то то есть пройти моя задача внутреннее. максимально осветить эту тему. Есть положительные истории, есть отрицательные истории. И хочется, конечно, дать объективную картину мира, как это на самом деле. Скажите, пожалуйста, мы до начала интервью говорили про реконструкцию груди. Да. Вы не могли бы чуть более детально рассказать свой опыт? Пускай он, может быть, послужит многим примером и даже информацией на самом деле. Это очень важно, пожалуйста. Я сделала реконструкцию груди через год после операции, даже чуть побольше. Операция у меня была в январе. Реконструкция сделана на следующий год в мае, то есть почти 1,5 года прошло. Было очень много вопросов, связанных с тем, что существует масса вариантов реконструкции груди. Можно сделать травм-лоскут, можно сделать, не помню, сейчас не могу ошибиться еще название, но дело в том, что можно сделать собственными тканями реконструкцию, взять лоскут с живота или взять лоскут со спины, и это одна история. Есть вариант имплантами, есть вариант, когда сначала делают одну операцию и вставляют под мышцу эспандер. В этот эспандер накачивают периодически жидкость, то есть это несколько посещений врача, кожа растягивается, и потом, уже когда кожа растянута, в этот эспандер заменяют на имплант. Что именно подойдет мне пришлось решать самостоятельно, потому что я была на приеме у нескольких хирургов. Все советовали разное. Один хирург сказал: давайте мы вам вторую грудь уменьшим тоже. Второй, у меня не была мастектомия, мне сделали секторальную резекцию. Второй предлагал мне как раз поставить эспандер, потому что нужно растянуть кожу из-за лучевой терапии.
Мне тоже этот вариант показался достаточно странным, потому что кожи было достаточно, и несмотря на лучевую терапию, она была весьма эластична. И только третьему врачу я смогла довериться, который сказал: делаем имплант такой-то, операция будет происходить так-то, во вторую грудь тоже придется поставить имплант, потому что иначе будет очень сильная асимметрия. Потому что когда мне сделали секторальную резекцию, мне грудь приподняли наверх. И поэтому соски находились сильно на разных уровнях. Чтобы исправить эту асимметрию, соответственно, нужно было и во вторую грудь вставить небольшой имплант поменьше, чтобы эстетически все красиво смотрелось. Когда он мне все это объяснил, ну, господи, вот наконец-то человек действительно понимает то, о чем говорит, и чувствуется рука профессионала. Пошла в результате по этому пути. Все успешно? Да, все успешно. Это, конечно, адские боли. Просто я даже не представляла, насколько. Мне 2 недели нужно было лежать. Ну, в принципе, я особо и не могла ничего другого делать. Даже чтобы встать с кровати. Именно на этом этапе я поняла, что, оказывается, чтобы встать с кровати, у меня включаются и мышцы груди. То есть я не представляла, что они задействованы и в этом движении. И я думала, ну, господи, вот как девчонки, которые просто себе увеличивают грудь, как они решаются на это, потому что, ну, боль страшная. Нет, потом все хорошо, конечно, да, в результате я довольна, при этом мне говорили страшные истории, что нет, ты что, ты вот один раз ляжешь под нож хирурга, ты больше не сможешь остановиться, тебе потом захочется такую пластическую операцию, тут что-то поправить. Плюс я лежала вместе с женщиной, у нее как раз было восстановление собственными тканями. Ей привозили пиявки, чтобы наладить кровообращение, потому что очень плохо лоскут собственный приживался. И я еще раз перекрестилась, думаю, слава богу, что я пошла другим вариантом, потому что я бы вот не пережила это все. Это как раз тоже информация, которой не хватает. При принятии решений многим, правда, этой информации не хватает, и это жаль. Давайте расскажем об ЭКО и беременности после онкологии, насколько это реально, насколько это возможно, и в целом, есть ли у вас какой-то опыт общения с людьми, которые сталкивались? На самом деле очень животрепещущая тема. Во-первых, с точки зрения того, вызывает ли ЭКО рак, а во-вторых, можно ли ЭКО женщинам после онкологии. Я в рамках своего блога имела возможность пообщаться с врачом-репродуктологом, который занимается вопросами ЭКО. И как раз мы поднимали эту тему. Сейчас современные исследования доказывают то, что нет рисков возникновения онкологии после ЭКО, и ЭКО не связано с увеличением риска повторного рака. Мало того, ЭКО возможно в естественном цикле, без стимуляции. Мало того, для меня было открытием в разговоре с врачом-репродуктологом то, что можно сделать однократную стимуляцию при уже установленном диагнозе онкология. Он делается в любой день, не нужно ждать, что, конечно, для пациента, у которого рак, это очень важно, не ждать, а как можно скорее начинать лечение. Так вот, стимуляцию можно провести в любой день и потом сделать криоконсервацию, сохранить эмбрион, сохранить яичники для последующего оплодотворения, когда женщина уже вылечится. И важно, конечно, женщины, которые в принципе идут на ЭКО, неважно, был у них онкологический диагноз или не был онкологический диагноз, это тоже большие герои, потому что может быть несколько неудачных попыток, и к этому тоже нужно быть готовым. Это психологически непростая история. Но она, в принципе, непростая. При онкологии, мне кажется, она вдвойне непростая. Объективно это все герои. Объективно те, кто сталкивается с онкологией, они, мне кажется, люди немножко меняются. Вас поменяла болезнь вообще в целом вот по отношению ко всему окружающему? Вы знаете, или наоборот, все как прежде? Но сейчас прошло, господи, мне почти 40 лет, онкология у меня была в 27, и
так много времени прошло, что у меня даже страх заболеть, наверное, такой же, как у человека, который никогда не болел. То есть время, оно действительно лечит абсолютно все, забывается все, и остаются только какие-то положительные воспоминания. В первые несколько лет после лечения, конечно, это был ужасный страх. Я боялась находиться даже с людьми, которые рядом курят. Я в магазине изучала все этикетки, что здесь так, здесь это, здесь это. То есть, ну, правда, сейчас с позиции такого прошедшего времени я понимаю, что это какой-то был, ну, жуткий психоз. Потому что настолько изучать, там, вот нет, я себе лишнее не могу позволить. Нет, вот я вино, вот это вот бокальчик я не могу, потому что это увеличивает количество, значит, это увеличивает риск заболеть онкологией, а вот это я не буду, а вот это я не буду. Ну, то есть это, ну, реальный психоз. Но, наверное, это нормально для человека, который только что очень сильно испугался, который был перед риском смерти и только что вылечился от онкологии. Второй момент, который очень важный, это взаимоотношения с мужчинами. Об этом, кстати, очень мало кто рассказывает. Для меня было очень сложно начинать любые отношения с мужчинами, особенно до реконструкции. Даже когда я сделала реконструкцию, у меня все равно остался большой шрам, да, на всю грудь. Это не то, что шрам от восстановления, да, от реконструкции. Это огромный шрам, 2 сантиметра шириной и длиной на всю грудь до подмышки. Хотя мне сделали очень аккуратно. Обычно делают, когда операцию по удалению опухоли, делают полностью один шов от груди и до подмышки. А мне сделали шов, 2 шва, один аккуратненький под мышкой, удалили лимфоузлы, второй уже на груди. И в любом случае, даже после реконструкции, да, очевидно, что где-то там больше своей груди, очевидно, где-то там больше имплантов, большой шрам, все равно вопросы. И сказать, опять же, слушай, да, вот у меня была онкология, для меня это очень сложно. Возможно, это было связано с тем, что я сама еще переживала этот диагноз. Да? Сейчас я достаточно спокойно об этом разговариваю, улыбаюсь. Но помню, когда несколько лет назад, еще до рождения ребенка, меня спрашивали об этом, и у меня сразу слезы, потому что психологически сложно было об этом рассказывать. И я понимаю людей, им сложно услышать о том, что у человека была онкология. То есть, по сути, что я могла предложить как женщина? Я была в таком, ну, и в своем понимании, и в понимании, вероятно, людей, которых я встречала, такой бомбой замедленного действия, с которой могло произойти в любой момент что угодно. Как в таких условиях строить отношения, какое-то будущее, наверное, не совсем было понятно ни мне, ни мужчинам, которые мне встречались. И вылечиться от этого страха как раз помог, мне кажется, отец моей дочки. У нас с ним не сложились отношения, да, мы не стали семьей, но, тем не менее, он, наверное, был первый, кто не испугался. То есть, когда мы обсуждали эту тему, он, наоборот, сказал: слушай, ну если ты такое пережила, то с тобой вообще по жизни не страшно. Вот. И после этого вот этот страх, после такой вот поддержки с его стороны, этот страх и этот комплекс, он у меня ушел окончательно. Да, была онкология, но сейчас прошло уже столько времени. У меня растет прекрасный ребенок, я здорова, ну, психологически и физически. Поэтому вот такая вот еще история. Вы работали с психологом, когда? Нет. Вообще никогда? Нет, я не работала с психологом, возможно, зря. Возможно, если бы я работала с психологом, от каких-то своих комплексов мне удалось бы избавиться легче и быстрее. Но для меня своего рода психологом стал живой журнал, который я вела, где такие же люди, которые пережили онкологию и вылечились, они поддерживали. Это первый момент. Второй момент. У меня нет веры в то, что человек, который не столкнулся лично с онкологией, который просто психолог, может реально помочь. Я считаю, что могут помочь только те люди, которые тоже пережили онкологию.
Как, кстати, вот очень правильно Лайма Вайкуле в свое время в своем интервью сказала, что когда у тебя рак, ты остаешься сам наедине с ним. И никакая поддержка семьи, даже если люди не понимают вокруг, что с тобой происходит. И могут понять только люди, те, которые тоже пережили это. Кстати, по поводу живого журнала, как он мне помог не только психологически. Я проходила химиотерапию сначала в онкоцентре, а потом долечивалась после операции уже по месту жительства. По месту жительства мне дали направление, какие химиопрепараты мне нужны. Я пришла с этим направлением к местному онкологу. А он говорит: вы что? Это очень редкие препараты. Идите в онкоцентр, пусть вам перепишут. Я думаю, ну в смысле? Ну это же онкоцентр, им же видно, что мне капать. Там же светила сидят. И я настолько была потеряна и возмущена таким поведением. Написала об этом в живом журнале. И насколько мне повезло, что его читала девушка, у которой папа жил в этом же городе. Мы жили за городом тогда с родителями. В этом же городе он лечился от онкологии. И она написала: иди завтра в этот же кабинет, там завтра принимает другой онколог. Она тебе все выпишет. И я прихожу с теми же самыми направлениями к другому просто врачу, и она мне все выписывает. Я сама сейчас часто сталкиваюсь с той историей, когда говорят, как важно встретить врача. Да. То есть у людей первое — страх, второе — желание, ну вот какая-то первая реакция, да, второе — желание закрыться или наоборот выплакаться, но так или иначе, да, как-то эту боль пронести. А потом начинается сбор информации, причем с очень разных источников, часто непроверенных, которыми, к сожалению, манипулируют и так далее, и так далее. Пока я вот сейчас работаю над этим проектом, очень мало проверенных, реально, очень мало проверенных источников. И более того, когда ты иногда общаешься, ты понимаешь, что, как правило, все самое-самое честное — это как раз от тех людей, которые уже это перенесли. Потому что люди хотят быть полезными. Да. С вашей точки зрения, как человека, который, с одной стороны, работает с пациентами, с другой стороны, который пережил это. Вот если мы говорим о врачах, какие, ну, скажем, показатели являются, наверное, самыми важными при выборе врача? Вот когда вы, ну, условно общаетесь, что первое, на что вы обращаете, может быть, внимание? Отзывы тех, кто уже прошел онкологию и вылечился. Только отзывы? Это первое, на что я обратила внимание. Я бы не пошла к врачу просто с улицы. Я сама совершила такую ошибку изначально. Когда я нашла у себя опухоль, я побежала в ближайшую поликлинику, параллельно, значит, штудируя, что это может быть. Я сама настояла на пункции, потому что на УЗИ в этой поликлинике сказали, что это обычная фиброаденома, и ничего страшного у меня нет. Я сама настояла на пункции, и только по результатам пункции у меня пришли результаты, что это онкология. Мало того, когда пришли результаты мои, я училась в то время в Австралии, с результатами пришла моя подруга. И врач ей сказал, говорит, ну, вы ее не пугайте, но когда она доучится, а доучиваться мне еще надо было 4 месяца, пусть приходит ко мне на прием. Надо сказать, что у меня был трижды негативный рак груди. Это достаточно агрессивная форма, которая быстро распространяется и очень быстро дает метастазы. Поэтому 3-4 месяца – это был слишком большой срок для меня. И опять же, как важно встретить не только врача, да, а как важно встретить нужных людей в своей жизни. На тот момент молодой человек, с которым я встречалась, у него мама умерла от рака груди. Он быстро забрал стекла, он поехал к своему другу, который онколог в институте имени Герцена, ну то есть вот тоже совпадение. И позвонил, говорит, Юля, перепроверили стекла мои там. Юля говорит, срочно возвращайся, у тебя рак груди, и чем раньше ты начнешь лечение, тем лучше у тебя прогноз. Это было накануне как раз моего 27-летия. Я была в Австралии в это время, он мне позвонил, говорит, давай, быстро-быстро возвращайся.
Я Вы рассказываете, прям удивительно, почему не взяли книгу, потому что какой-то, ну, просто мурашки по коже, на самом деле. Вот. Реально. Не знаю, может, как-то так написано не очень Не-не-не-не-не, хорошо. такого быть не может, на самом деле. Просто еще время не пришло. Наверное, Все будет наверное, 100%. наверное. И я, честно говоря, когда приехала лечиться, я не понимала, насколько это все затянется. Я думала, ну окей, сейчас операция, еще, может быть, лучевая, и я снова вернусь к учебе. А это затянулось практически на год. И самое сложное, наверное, в лечении от онкологии – это то, что ты не понимаешь, когда это закончится. Одна химия, вторая химия, третья наблюдают, смотрят, и в какой-то момент становится просто невыносимо. Когда же вот это поле, через которое ты идешь, оно наконец-то закончится. Какая у вас была стадия, на какой диагностике? 2А. Слава богу, что так все удачно. Да, на слава самом деле. богу. При этом я обнаружила, когда опухоль, это была какая-то небольшая, по ощущениям, горошина. За месяц, пока мы ждали результатов пункции, пока вот эта вот вся история, значит, по передвижению моих результатов из одной поликлиники в институт Герцена происходило, выросла до размера грецкого ореха. И уже до результатов я примерно, начитавшись всей информации в интернете, понимала, что, скорее всего, это рак. Вот. Дальше, когда мне сказали, позвонил вот молодой человек, сказал о том, что это рак, мне нужно было перепроверить в Австралии, опять сходить к онкологу, опять пункция, ну это мне уже было все знакомо, все процедуры. И когда уже на месте мне сказали, что у меня, да, онкология в Австралии, эмоциональной реакции уже не было, потому что я это уже слышала. Вот, и мне просто нужны были документы, чтобы вернуть деньги за обучение и улететь. Есть наблюдение, может быть, я не знаю, статистика, что со временем, мы недавно говорили на эту тему, так называемое понятие онконастороженности, оно стало чуть шире, то есть людей стало, которые следят, пытаются, по крайней мере, хотя бы там как-то отслеживают, стало чуть больше, чем раньше. Или наоборот. То есть люди все в своей работе, в ковиде, еще в чем-то, но только они все думают, что онкология это не к ним, это пройдет мимо них. Вы знаете, мне сложно отделить то, что окружает лично меня, с тем, что происходит, в принципе, во всем мире. Поэтому вот точно изменилось ли отношение за последние 10 лет, я объективно не отвечу. Что касается моего окружения, я вижу, что люди начали больше следить за своим здоровьем. Это факт. Интересоваться, как его сохранить и приумножить. Онконастороженность есть, но она не выражается в походах к врачу. Вот так я бы сказала. Кстати, я согласна. Вот прям, да, люди говорят, да, люди меньше стесняются говорить, но почему-то не идут к врачу. Это правда. Да. Это прям проблема на самом деле. Хотя известно, что как раз на ранних стадиях и нужно прийти к врачу. Как вы думаете, с чем это связано? С недоверием к врачам? Или, не знаю, и мне так легче? Мне сложно судить. Я думаю, что первостепенно это страх. Страх. Страх, который парализует. То есть люди, которых страх стимулирует и заставляет двигаться и решать какие-то вопросы. Разная просто реакция на стресс. А есть люди, которых страх просто парализует, и они остаются в таком своем, в своей ракушечке, в которой им тепло, и как будто если они не пойдут к врачу, их это никогда не коснется. У вас были реакции, когда люди говорят, зачем лечиться, я все равно умру? Вы знаете, у меня был пример, когда мне родственница говорила, ни в коем случае не делай химиотерапию. Серьезно? Потому что у кого-то там кто-то от химиотерапии умер. Или когда мне родственница приносила какую-то газету с какими-то грибами рейшей, говорит, вот это нужно, а химиотерапию не делай ни в коем случае. Есть у нас печальные примеры известных людей достаточно, которые решили не делать химиотерапию и умерли, потому что раз
так случилось, наверное, Богу так угодно. То есть вот, ну, так они рассуждали. Лично у меня я не сталкивалась с такими примерами близко, потому что все примеры, с которыми я сталкивалась, это женщины, которые смогли стать мамами после онкологии. Они прошли лечение и стали мамами. Пускай их будет, с одной стороны, меньше, а с другой стороны, больше. Больше тех, кто с этим столкнулся и пережил это, и пошел дальше, а меньше, в принципе, пациентов, которые с этим сталкиваются. Давайте Дай покажем Василису. Давайте, да. Высокая вообще просто, будет просто модель. Да, красотка моя. Да она и так модель. Василиса, привет. 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 У тебя красивая мама? Да. Василиса, скажи, пожалуйста, какой у тебя любимый мультик? Лунтика. Почему? Ну, потому что не знаю. Он добрый. Да. Хорошего, да? Ты Да. боишься врачей? Нет. Это очень круто. Все детки боятся, а ты не боишься. А почему ты не боишься врачей? Тебе мама рассказывала, что она когда-то болела? Да. Что рассказывала? Рассказывала, что у нее когда-то был салам, и она родила ребеночка. Ребеночка, такого бесподобного, такого хорошего и доброго, как ты. Ты очень красивая, расти здоровый, счастливый и всегда-всегда люби свою маму, потому что она у тебя самая-самая крутая, самая сильная и самая-самая умная мама на свете. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Ты очень красивый малыш. Будь счастлива.